Итак, всем доброго дня. Сегодня у нас будет та тема, которую я давно обещала. Это тема эгрегоров и чем же отличаются эгрегоры от энергоинформационных полей. Вообще разберем, что такое энергоинформационные поля и что такое эгрегоры. И почему я не понимаю, почему многие путают эти понятия и вообще считают, что энергоинформационные поля это и есть эгрегоры, хотя это абсолютно не так. Вот. И сегодня мы будем эту тему разбирать. Почему я решила эту тему разбирать, а не продолжение эволюции души? Ну, потому что, мне кажется, по времени у меня эта тема уложится в гораздо меньше. У меня сейчас не так уж и много времени для записи нового ролика. Ну, потом уже более детально там надо будет седьмую плотность и прочее разбирать. Поэтому сегодня возьмем тему эгрегоров. Итак, давайте. Что такое эгрегоры и что такое энергоинформационные поля? Ну, во-первых, нам надо понимать, что энергоинформационные поля, про которые я говорю, это структуры, которые формируются сами по себе. То есть это именно общий энергетический фон, который не техногенного характера. То есть это природные образования, энергоинформационные поля. Вот они. То есть что, допустим, если мы берем, что такое энергоинформационное поле? Это когда много-много людей, да, они в каком-то общем пространстве. Допустим, я не знаю, вот в школе, да, класс какой-то там 5 А, допустим. Вот в 5 А у нас дети, да, сколько их там, 20 детей, допустим. Вот много-много детей, коллектив какой-то. Вот, и они, каждый из этих людей, то есть мы уже основу энергетики, да, уже знаем по поводу и мыслеформы, и того, как формируется энергетика. По теме болезни мы уже немного знаем, поэтому здесь вот можно начать эту тему дальше. Вот. Ну, там, допустим, вот, там условно 20 детей, и каждый из этих детей, то есть у него свое энергетическое пространство, да, то есть у него своя энергия. Определенную энергию каждый несет свою, и каждый вот в этом 5 А классе создает свою, это образно выражаясь, атмосфера, общая атмосфера, то есть совокупность энергий всех вот этих детей в этом классе. И эта вот атмосфера общая, это будет энергоинформационное поле конкретного 5 А класса. Но это не эгрегор. Чтобы вы понимали, это энергоинформационное поле, то есть совокупность энергии всех детей, которые входят вот в это вот энергоинформационное поле, вот в этот класс. То же самое, то есть, допустим, в 5 А классе будет вот такая совокупность энергий. Допустим, в 5 Б классе, 5 Б, уже будут другие дети, не такие же, как в 5 А. Там у них будет своя атмосфера, то есть там уже вообще по-другому все будет. И так далее. То есть, допустим, и опять же, если мы берем энергоинформационные поля, естественно, мы понимаем, да, что коллектив на работе – это энергоинформационное поле. Жители дома, да, вот, допустим, человейника, муравейника огромного, там тоже идет свое энергоинформационное поле, формируется. Допустим, энергоинформационное поле городов, энергоинформационное поле каких-то деревень, то есть это совокупность энергии людей, проживающих на определенной территории, либо это совокупность энергии какого-либо общества, какого-либо маленького, допустим, друзья, да, вот, компания друзей, там у них будет, каждая компания друзей, там будет разные энергоинформационные поля, то есть это совокупность энергий. И, допустим, опять же, если мы берем 5 А класс, вот там вот, допустим, 6 детей, вот тут у меня нарисовано, да, вот у них определенная атмосфера, определенная энергия, да, идет. И если, допустим, один человек
из этого 5 А-класса переведется там в другой класс, да, допустим, из 5 А он уйдет и перейдет какую-то в другую школу, еще что-то, то атмосфера, хоть он, допустим, там не был звездой класса, не был там, я не знаю, там супер-пупер какой-то там личностью, на которую все обращали внимание, то есть как-то это, но тем не менее общая атмосфера сразу же изменится, то есть энергетическая составляющая этого класса сразу изменится. Это касается всего, это касается работы, это касается и школы, и образования, вообще всего. Хотя если мы берем школу по большей степени, да, то там уже работают ИИ. То есть вот, чтобы вы понимали, энергоинформационные поля – это совокупность энергии, и она формируется автоматически. Какой-то чат, допустим, там родительский, вот у вас там в школе вашего класса там или в детском саду там родительский чат какой-то, тоже вот атмосфера определенная, да, в этом чате. Вот вам, допустим, комфортно или некомфортно находиться на работе, допустим, почему-то в какой-то компании людей вам комфортно находиться, а в другой компании людей вам некомфортно, вы прям хотите оттуда сбежать. И тут дело не совсем в людях, которые там находятся, хотя и в них тоже, да, может быть там неинтересные темы, еще что-то. Но вот вроде как все нормально, вроде как ничего такого, но вот вам некомфортно, вам неинтересно, вам хочется сбежать, потому что каждый воспринимает энергоинформационное пространство. И вот эта общая энергетика, которую вы улавливаете, именно она не подходит, то есть вызывает дисбаланс. Вы, попадая в общую энергетическую среду, то есть я говорила, да, когда мы попадаем в какое-то энергоинформационное поле определенное, мы начинаем так или иначе, вот сюда пришел новый человек, да, в этот класс, вот он, новый ребенок пришел. Новый человек пришел в коллектив, в энергоинформационное поле. Когда он попал в это энергоинформационное поле, он начинает вибрировать, то есть он начинает взаимодействовать, у него идет энергообмен с этим общим информационным полем. И именно по вот этой вот самой причине у него начинается восприятие вот этой атмосферы, то есть нравится, не нравится, все. Если его энергетика в дисбалансе с общей энергетикой других людей, которые находятся в этом, создают это энергополе, да, так или иначе, ему будет в нем некомфортно. Вот. Это к вопросу и по коллективам, да, еще что-то. Вы можете, опять же, если мы берем общие энергоинформационные поля, и вы немного там, допустим, свои личные границы, мы уже говорили про выставление вот этих вот личных границ, которые мы можем, мы можем эти границы также на энергоинформационные поля выставлять, чтобы эти энергоинформационные поля на вас не так сильно действовали. То есть не воспринимать так сильно, не резонировать, не начинать вот вибрацию на вот этих волнах. И, кстати, к вопросу об общих энергоинформационных полях, если помните ролик, который я снимала по теме устройства мироздания, да, я там рассказывала, что раньше на города, поселки там и прочие населенные пункты спускали какие-то энергетические подушки, так называемые, создавали искусственные энергоинформационные поля, вот такие, чтобы люди, находящиеся в этих энергоинформационных полях, начинали вибрировать на определенной волне. Вот. Для того, чтобы все, кто в этих энергоинформационных полях находились, они начинали резонировать и вот подстраиваться под эти энергоинформационные поля. И вот это мы подразумеваем того, что когда мы приезжаем на природу, нам хорошо, нам замечательно, здорово, мы отдыхаем, мы чувствуем энергетику, да, природы, что она замечательная, она классная, мы чувствуем расслабление и все, и возвращаясь в город, мы попадаем опять же в общее информационное поле и начинаем резонировать на этой волне, то есть и все, и у нас начинается именно круговерть вот этого вот поля, то есть это обуславливается именно моментом энергетики, в которую мы попадаем,
общей информационной энергетики. Я надеюсь, это понятно. Но не путайте энергоинформационные поля с эгрегором, потому что я опять же объясняю, если из этого энергоинформационного поля уйдет Вася, энергоинформационное поле изменится. Понимаете? Потому что Вася перестанет воздействовать своей энергией, то есть каждый человек, находящийся в этом энергоинформационном поле, находится в постоянном моменте энергетического обмена с этим полем. То есть, по сути, каждый вкладывает по копеечке в общую копилку. И эта энергия, этот фон, он не берется ниоткуда. Он берется, это именно совокупность внешних выделений энергии всех людей в этом поле. То есть, если уйдет отсюда Вася, энергетический потенциал общий вот этого энергополя изменится. Если придет сюда Маша со своей энергетикой, она начнет свою энергетику в это поле вносить. И, соответственно, тут энергетика тоже изменится. И, кстати, тоже очень такой интересный, важный момент того, что вы, наверное, замечали, допустим, когда люди с более низким потенциалом каким-то в коллективе начинают тянуться к человеку с более высоким энергопотенциалом. Или, допустим, если мы берем какую-то душу высокого порядка, то к ней начинают более маленькие стремиться, то есть бывает такое, приходит новый человек в коллектив или что-то, вот, допустим, и он начинает всем рассказывать, и все начинают расти. Не знаю, как вам это объяснить, но когда люди начинают с ним общаться, они начинают неосознанно вибрировать на его волне. И энергополе, то есть именно вот этого конкретного Васи, который новый пришел сюда, он может вообще кардинально изменить весь энергоинформационный фон всего. И тут зависит от самого Васи, да, какой именно заряд энергетический он несет. То есть человек с сильным энергетическим потенциалом по сравнению с другими людьми, которые находятся в общем энергоинформационном поле, будет зависеть от его заряда. То есть если это положительный какой-то замечательный заряд, да, который несет Вася, он начнет энергетически менять всю атмосферу в этом энергоинформационном поле, и люди начнут вибрировать на уровне Васи и становиться лучше, добрее, светлее и так далее. Но будут, естественно, и такие, допустим, которым вот эта новая атмосфера станет дискомфортной, которые не смогут больше находиться в этой общей энергетической структуре, и у них будет с этой новой атмосферой дисбаланс, и им будет некомфортно. То есть понимаем. И опять же, может быть обратный эффект, когда пришел Вася, он какой-то там, у него очень много энергетического потенциала, который он начинает в общее пространство вот здесь вот выбрасывать, но у Васи, допустим, наоборот, идут какие-то низковибрационные проявления, и, соответственно, вся вот эта вот атмосфера начинает тоже вибрировать на низковибрационных вот этих вот моментах. И тут в зависимости от того, кто находится здесь, то есть если люди есть, которые на этой частоте вибрации, им начинает комфортно все, им будет замечательно, классно, они начнут подстраиваться под Васины вот эти частоты. И напротив, люди, которые не выдерживают, у них пойдет дисбаланс. Я надеюсь, это понятно. То есть энергоинформационная структура любая, она зависит от совокупности энергии людей, которые в нее входят. Это не эгрегор. Еще раз объясняю, это энергоинформационная структура, которая формируется сама. Это естественный вид образования энергии. Конечно же, есть технологии, допустим, да, темных, опять же, и прочее, когда такие моменты создаются искусственно, то есть специально. И как бы есть умельцы, которые умеют делать, да, создавать такие структуры специально, то есть на моментах психологии, еще чего-то. Но это, опять же, не эгрегор, потому что это влияние на общую атмосферу, да, вот на энергоинформационную вот эту составляющую при психическом воздействии. То есть
Если мы берем, допустим, яркие какие-то примеры, вот то, что сейчас происходит, там по телевизору вещают, все, для чего они вот это делают? Для создания определенного общего энергоинформационного поля. Так, продолжаем записывать видео. У меня пошли сбои, мне всем срочно надо звонить, все срочно меня хотят услышать. Вот, что я говорила? То есть создают определенное, да, специально воздействие на людей для того, чтобы люди начинали создавать вот эти вот энергетические структуры. То есть путем манипуляций, да, с людьми это проводят. И это не создание нового эгрегора или что-то подобное. Нет, это именно создание энергоинформационных полей. И люди, которые попадают под влияние такого энергоинформационного поля, то есть они начинают сами вот в этом вот энергоинформационном поле вибрировать, и все, и у них начинается. То есть когда вот, допустим, мы там вроде находимся в нормальном, адекватном состоянии, потом начинаем какие-то, допустим, читать какие-то паблики, еще что-то, да, почему у нас возникает вот это вот чувство, мы прям поддаемся, да, каким-то вот моментам паники, всего, потому что, допустим, или начинаем вот продумывать какие-то моменты, не потому что там эгрегор, а потому что каждый паблик, каждый вот такой вот момент, это создание какой-то определенной атмосферы, энергетика, которая вкладывается, тот подтекст энергетический, который вкладывается, неважно, в какой-то канал, в какой-то чат, в какую-то группу людей, где вот им идет именно совокупность. И это очень и очень заметно. То есть буквально то, что... Допустим, какой-то чат, да, там все дружно, классно сидели, разговаривали, общались, все было замечательно, все было здорово, пока не пришел один какой-то человек, и один такой человек своим энергетическим дисбалансом может нарушить вообще работу всего. То есть, что все люди начнут испытывать дискомфорт в этом, то есть вносить какой-то энергетический дисбаланс. Вот. Я надеюсь, понятно, да, здесь. И по пабликам тем же самым понятно, да, что это попадание в определенную энергоинформационную среду, где человек, нехотя даже, воспринимая ту информацию, которая там идет вот из этого общего информационного фона, он начинает вибрировать на вот этой волне. Также там еще некоторые нюансы есть. Это когда мы, получается, впитываем энергию, то есть мы воспринимаем энергию не текстов, которые пишет автор, да, допустим, паблика там или еще чего-то, а мы именно считываем подтекст, энергетическую составляющую, ту, которую автор вкладывал в текст. Поэтому вот есть... момент, два паблика в Телеграме очень интересных пишут одни и те же новости. Вот вообще одни и те же новости. Одно и то же. Вот все вот как под копирку вообще. Там разница в словах, но новости одни и те же. Но когда ты читаешь один паблик, у тебя ощущение возникает внутреннее, что все хорошо, мы идем к свету, все будет замечательно, завтра мы победим. То когда ты читаешь второй паблик, те же самые новости, вот слово в слово, все одно и то же, но там возникает ощущение, мы все умрем, все очень плохо, все, завтра нас всех там порешают, все будет, вот, понимаете, то есть именно момент еще того, что вкладывает автор. Итак, давайте далее. Насчет энергоинформационных полей, я думаю, понятно. Ну и насчет текстов или той информационной среды, которую вы смотрите, воспринимаете, тоже, да, понятно. Ну так, немного коснулись. А теперь смотрите, когда мы с вами уже разобрали, что такое энергетические вот эти вот общие информационные поля, давайте посмотрим, что такое эгрегор. А эгрегор, дорогие мои, это искусственный интеллект. Что это такое? Это общее информационное поле,
но не такое. Это искусственная, техногенная именно штука. То есть это облако, грубо говоря. Облако это ИИ. Искусственный интеллект. Почему искусственный интеллект? Потому что там, по сути, если мы смотрим эгрегор, прямо разбираем, да, по полочкам, и если его смотреть с точки зрения тонкого плана, то есть и это не совокупность общих мыслей, форм людей, как это там, знаете, преподносят, как энергоинформационные поля. Нет. Энергоинформационное поле это действительно, когда люди попадают в общую среду, там 5 А-класс, вот это энергоинформационное поле, да, именно 5 А-класса. Но искусственного интеллекта, который управляет этим 5 А-классом, там нет. Вот. Но что такое эгрегор? Вот это ИИ. Искусственный интеллект, облако искусственного интеллекта, которое имеет вот такие вот щупальца. То есть выглядит оно как огромный вот такой вот осьминог большой. Вот тут даже не осьминог, он такой, знаете, как из фильма «Матрица», скорее. Осьминог с проводами, а не с щупальцами. Так вот, вот это общая ИИ, мечта того, что хотят здесь воплотить только уже не на тонком уровне, а на более физическом, это подключение людей к искусственному интеллекту. В чем смысл? Смотрите, в ИИ уже заложены определенные параметры. То есть ИИ несет в себе программу, искусственный интеллект. То есть у него есть определенные, допустим, задачи, которые у него там расписаны. То есть код программный. И этот программный код не зависит абсолютно никаким образом от тех людей, которые к этому искусственному интеллекту подключают. Напротив, когда человек подключается к эгрегору, то есть путем своего согласия в первую очередь, то есть просто так попав в 5 А-класс, он не согласится подключиться к эгрегору, понимаете? То есть он не попадает в какую-то нормальную среду. Тут именно идет согласие по контракту. И вот человек подключается к этому искусственному интеллекту. И что мы видим? В чем отличие? Когда было общее энергоинформационное поле, люди начинали вибрировать на волне вот этого общего энергетического вот этого фона. Но когда человек, то есть Вася, уходит из 5 А-класса и переходит в 5 Б-класс, он тут же попадает из одной энергоинформационной среды в другую. И все, дисбаланса у него никакого нет, если он, опять же, не контактирует обратно с этим 5 А-классом. То есть у него еще могут какие-то энергетические связи остаться с теми людьми, которые есть, но со временем они уходят. То есть он разрывает полностью какую-либо свою связь с этим энергоинформационным полем. Это то же самое, когда человек уходит из одного коллектива работы, да, переходит на другую работу, и там, если на старой работе у него был ужасный коллектив, с которым он там не мог работать, там, и все было у него очень плохо, потому что он был в энергоинформационном диссонансе с теми людьми, которые, да, там работали, то на новой работе у него все замечательно, классно, там коллектив классный, ему там очень комфортно, ему нравится, все, он попал в свою энергоинформационную среду, где у него замечательно. То есть среда меняется. Что происходит с человеком, который попадает вот в эту вот эгрегор? Во-первых, его подключают. То есть на тонком плане от эгрегора реально тянется вот такой вот провод большой, который подключается к человеку, к тонкой энергетической оболочке. То есть это техногенное подключение. И через этот провод не человек начинает свою, вот когда мы берем общее энергоинформационное поле, каждый человек вкладывает по копеечке, да,
в общую копилку, и из этого формируется поле определенное. Если один человек уйдет, поле поменяется, кодировка здесь, да, то есть энергия поменяется. То есть энергетические вот эти свойства поля зависят только от людей, которые к нему присоединены. Здесь же наоборот. Здесь воздействие четкое, код программный не меняется. Люди уходят, отцепляются, прицепляются там туда-сюда, ИИ остается в своем виде. То есть ничего у ИИ не меняется. Оно никак абсолютно не зависит от того, какие люди, чего и зачем к нему подключаются. Но зато вот эта программа искусственного интеллекта начинает воздействие определенные на человека, которые подразумевают ее программный код. То есть оно начинает зомбировать, по-русски выражаясь. Под свой программный код начинает внедрять в человека, то есть программу искусственного интеллекта. И что хочет ИИ, искусственный интеллект, эгрегора? Давайте прям напишем, что это эгрегор, чтобы было понятно. Я как-то в одном из видео уже говорила, что вы можете даже заметить, что люди, которые подключены к одному и тому же эгрегору, у них образ мысли одинаковый. Они говорят одинаково, они смеются одинаково, они одинаковые. Почему они одинаковые? Потому что их сознание, если мы берем сознание, да, человека, начинает заменять искусственный интеллект. То есть человек, который конкретно находится под влиянием эгрегора, цель эгрегора – заменить сознание человека искусственным интеллектом этого эгрегора. Чтобы человек работал не по стандартам своей души, чтобы он шел не по миссии своей души, не по каким-то вот сценариям развития, которые нужны душе, а работал по сценариям развития искусственного интеллекта. И люди сами подписываются и к этому эгрегору подключаются. И они начинают не то чтобы вибрировать на уровне этого эгрегора, нет, они подключаются вот этому ИИ, которое им в голову буквально вещает. И вещает оно ровно то, что прописано у этого эгрегора в программном коде. Все. Ну и плюс скачивает энергию, естественно, через вот эти провода. То есть эти люди начинают одно и то же говорить, по сути. У них и риторика одинаковая, у них и какие-то вот эти моменты одинаковые. И сейчас этих эгрегоров огромное множество тоже, всяких разных. И если мы берем, ну, понятное дело, мы уже знаем, да, какие эгрегоры там примерно есть. Вот, что это такое? Если мы берем какие-то основы, в принципе, очень многие люди, которые смотрят канал, они понимают, о чем идет речь. Вот. Но помимо этих эгрегоров есть еще искусственно созданные другие эгрегоры. Допустим, если мы берем эгрегоры, которые на примерах такие неявные, да, то это эгрегоры какого-то бренда. Это не энергоинформационная структура, которая была создана вокруг там какой-то вот штуки. Это именно было создано. Есть которые бренды сами себя раскручивают. Ну, мы же с вами понимаем, да, кто и зачем эти бренды создает, всякие, и для чего. И на основе вот это, те люди, которые их создают, те люди, которые это все раскручивают, они знают, как создать вот такой вот ИИ и как подключать к ним людей. То есть это косвенные, но эгрегоры. Также, допустим, под программу искусственного интеллекта попадают, допустим, такие моменты. Вот сейчас, кстати, про эгрегоры еще поговорим. Нарисую еще такой момент, что, допустим, у эгрегоров очень часто есть свои подельники, то есть те люди, через которых они работают, посредники. Смотрите, вот идет эгрегор. У эгрегора есть посредник какой-то. Посредник это человек, да, то есть, который продвигает этот эгрегор в массы. И этот человек, кстати, это
может быть и гуру какой-то, да, который продвигает эти эгрегоры. Это может быть звезда, кстати, вот те, которые там поют, вот это вот все делают, да, люди за ними толпами идут. Откуда у этого человека такое ну вот, мы знаем, да, по теме того, что кто чего там продает, вот. Есть люди, у которых свой потенциал, на котором, ну, которые на своем потенциале именно вот это вот все делают. Но есть люди, которые, ну, в принципе, что-то продали, и им за это что-то принесли. И вот они работают на эгрегор. И они собирают, они являются как точкой сборки, да, энергии, то есть они подключают других людей к этому эгрегору, то есть вот они, провода пошли, да, и по факту, то есть через них идет момент подключения. Они сами, также являясь подключенными к этому эгрегору, еще и других подключают. И вот такая вот замечательная конструкция выходит. И эти люди за ними идут. То есть за вот этим человеком, который в свою очередь их скармливает вот этому вот искусственному интеллекту. Почему искусственный интеллект? Потому что это, по сути, у этого искусственного интеллекта это как сервера. Если мы берем их и смотрим на тонком, они действительно выглядят как сервера компьютерные, большие компьютерные сервера с искусственным интеллектом, который все в автоматическом режиме обрабатывает. То есть вот эти вот моменты все, работа этого эгрегора, все идет на автоматическом режиме. Я уже рассказывала тоже в устройстве мироздания, что те, кто содержат всю вот эту вот хрень, владельцы этого всего, они как бы сделали все так, что все настолько автоматизировано и механизировано, что вот оно работает и тикает как единый механизм, как единые часы. И вот эта вот штука, она тоже работает на основе искусственного интеллекта и тикает все как часы. Вот этим чего-то там перепадает от эгрегора еще, да, если мы берем, вот на что вообще нацелен эгрегор. Помимо того, чтобы обрабатывать сознание здесь человека, и чтобы человека, у него своих мозгов вообще не осталось, то есть никаких, у него, чтобы полностью заменило сознание искусственный интеллект, тут был полностью в сознании. То есть даже, я не знаю, может быть, вы сейчас замечали такую картину, особенно это касается последних реалий, когда вот вы вроде разговариваете с человеком, да, ну, с обычным, как бы все нормально, все, он адекватно, все с ним разговариваешь, замечательно, все, он там смеется, там туда-сюда, все, но вы заводите какую-то тему конкретную, да, с этим человеком, и он бах, у него глаза прям, вот, если кто замечал, прям раз, и он как будто переключается, у него вот так вот срабатывает, где-то в голове переключатель, у него как глаза стеклянные становятся, и он начинает просто вот вещать, откровенно вещать. И вы ему говорите, ну ты же адекватный человек, ну ты вот посмотри, вот ты вот, ну вот это вот же все происходит, он такой, и он просто вот как будто заученным текстом тебе разговаривает, и он ничего не хочет слышать, он ничего не хочет видеть, он вот просто вот как будто вот робот. Реально они вот прям переключаются. Вот это вот прямое такое воздействие искусственного интеллекта, которое просто, ну, понятное дело, что эти эгрегоры, они защищают себя так или иначе. То есть какие-то части и то, насколько человек подвластен и верит вот в ту ерунду, которую ему вот этот эгрегор вещает, то есть насколько он подключен и глубоко подсажен на вот этот эгрегор, настолько же у него будет замещение его сознания искусственным интеллектом. То есть сколько там у него останется, 50% собственного сознания, да, 50% это уже будет за него вот эта штука вещать, там 90%, да, все будет зависеть от того, насколько сам человек позволит вот этой вот ерунде за себя думать. То есть, если он будет во всем с ней соглашаться и говорить да, подписывать все больше и больше количество контрактов с ней, то есть и говорить да, тебе там лучше знать, тебе там лучше это и все. У него вот постепенно, то есть цель эгрегора это 100% замена сознания человека. Так или иначе. Ну, опять же, у них есть владельцы этого всей шушеры, они тоже прекрасно понимают, что как бы так или иначе какой-то процент сознания человека должно оставаться для того, чтобы связь
вот это вот, которая идет между душой и сознанием. Кстати, вам еще не рассказывала устройство вообще души, да, и того, как она спускается, и все, но мы эту тему затронем, для того, чтобы было понимание. Вот. Про связь души и сознания я говорила, да, которые нам здесь нарушают. Так вот, частичную какую-нибудь, хотя бы 1-2%, но связь должна быть оставлена с душой для того, чтобы душа просто тупо на нитке, на какой-то там вот еще чего-то, кого-то была к этому телу и к этому сознанию привязана. Но вообще, как вы понимаете, в принципе, это сейчас и не скрывается, это везде об этом говорят, что цель искусственного интеллекта, цель тех, кто сейчас проделывает определенные манипуляции, это того, чтобы просто людей, всех, кто здесь рождается, изначально, чтобы у них даже никакого вообще вот даже вот намека не было на то, чтобы сознание хоть как-то там с душой чего-то, кого-то контактировало, чтобы оставалась вот эта тоненькая ниточка связи с душой, да, для того, чтобы это тело вообще трепыхалось здесь в пространстве и могло быть энергетической батарейкой, но полностью все сознание человека, вот все, что происходит в его вот здесь вот голове, все контролировалось искусственным интеллектом. Вот это вам эгрегор. И если мы берем и смотрим человека, ну, тут, я думаю, тоже понятно, да, про вот этих вот людей, которые являются поставщиками, я их называю поставщики душ. Вот, ну, по-другому у меня язык не поворачивается. Они поставщики душ. Причем есть люди, которые, ну, вот эти поставщики душ, которые не осознают о том, что они всех вот этих вот людей, которые, ну, которым они чего-то, кого-то там, вот эти практики свои там навязывают, еще что-то, да, какие-то свои убеждения, которые, опять же, у них вот здесь, вот благодаря вот этому ИИ проходят в голове вот здесь. Как бы есть некоторые неосознанные поставщики. Но, ребята, среди них очень много поставщиков осознанных. И эти поставщики осознанные сидят на контрактах, и они прекрасно знают, на кого они работают, кому они служат и кому они вот эти души продают. Прекрасно знают, что они делают и почему они делают и для чего. А для чего они вот это делают? Для плюшек. Понимаете, чтобы им тут жилось комфортно. Потому что они хотят энергию, которой у них нет. Потому что они хотят денег. Потому что они хотят потенциала, который у них, у самих, кот наплакал. То есть они не могут реализовать свой потенциал, но они знают, каким образом свой потенциал можно тут искусственным образом сделать. Пойти на сделку и поставлять души вот сюда. И за это получать прекрасно, жить красивой жизнью. Вот вам, пожалуйста. Классная схема. И работает она вообще прекрасно. Жалко, на самом деле, тех, кто не осознает того, что они являются поставщиками. Вот этих действительно водят за нос. И они есть. Их немало, очень много сейчас. Но вот те, которые делают это осознанно, это, извините меня, ну, про таких даже язык не поворачивается говорить. Вот. Вот вам эгрегор. Если мы берем на тонком плане, как выглядит подключение эгрегора. То есть, ну, сами понимаете, энергоинформационный фон, он просто, допустим, человек, когда попадает, да, у него, допустим, вот он, энергоинформационный фон какой-то, пускай он будет негативный, да, негативный какой-то энергоинформационный фон, допустим, он в него попал, человек, вот его оболочка энергетическая, да, его личная. И вот здесь вот негатив. Негатив, 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 плохо, плохо, плохо. И его оболочка начинает вибрировать. То есть у него здесь никаких проводов, ничего нет, просто идет общая вибрация вот эта, которая на него воздействует. И у него вот здесь тоже начинается, ну, если он поддается и он принимает эти энергии, а мы так или иначе знаем, да, что мы 24/7 просто находимся в постоянном энергообмене с внешними источниками какими-то, да, и то есть вот
происходит энергообмен, и мы принимаем мысли, да, какие-то, вот как мы там говорили, да, Маша чихнула, Саша заболел, то есть принимая вот эту внешнюю энергию, вот эти энергетические конструкции, в том числе и с вот таких вот, да, внешних проявлений, то есть принимая в себе, не выставляя никаких личных границ, ничего, тут тоже начинается у него муть. Просто вот этот вот негативный осадок, вот, ну, я не знаю, как вам сказать, темная вот эта энергия, негативная минуса, она просто начинает вот здесь тоже, прорабатываться, да. Но у него возникают какие-то негативные ощущения, но никаких проводов, никакой штуки у него нет. Это просто влияние на уровне вот какой-то вот этой волны. Но на фоне того, что он попадает вот в эту вот, у него здесь идет диссонанс, да. Сейчас я сотру. Так, у меня уже времени мало остается. Ну ладно, да запишем. Так, то, что у него вот здесь идет негатив, идет ослабление. Помним, да, по теме болезни я это объясняла, что когда у него вот здесь начинаются какие-то диссонансы, у него идет ослабление его оболочки, у него ослабление идет его энергетики, и на вот этом фоне к нему могут там уже какие-то осьминожки, значит, подкатывать, какие-то провода там уже к нему подсасываться, тут ему в голову что-то там вещают, тут уже сверлит кто-то, тут сверлом уже все со всех сторон там, то есть пытаются рвать где тонко, то есть видят, ну, у них как, да, видят слабость идет какая-то, и видят, что человек ослаб, то, что у него какие-то вот он такие моменты схватил, и все, и то есть сразу же со всех сторон там пытаются его там атаковать, для того, чтобы пробить. Вот, это, я думаю, тоже понятно, да? То есть причина и следствие. Там. Что же мы видим, когда именно эгрегор? Когда человек прицеплен к эгрегору. Смотрите, про то, что ему там в голову вещают, это вы все поняли, все. Ну, вот рисуем мы человечка. Вот условная спина человечка, да, вот у него ноги, вот спина. И когда мы смотрим именно эгрегор, мы видим такую картину на тонком плане, что вот прямо сквозь его вот эту вот энергетическую оболочку идет такой толстый жирный провод, который впивается ему вот прямо в спину. То есть он как, знаете, вот видели Нео, когда он проснулся вот в этой капсуле в своей, и у него там просто из головы торчал вот такой провод, тут торчал провод, вот здесь торчал провод, там, да, у него вся спина была вот в этих проводах, бесконечных проводах. И вот человек, я смотрю на тонком плане человека и вижу вот такую картину. Вот он, человек, и у него вот здесь провод, вот так провод, тут 3 торчит, здесь, торчит, во всех сторонах по 7, по 8 проводов и больше. То есть вот это, извините меня, не какие-то там природные проявления нашей энергии. Это не какие-то естественные образования. Это то, без чего вы можете обойтись. Без чего вы должны обойтись. Вот эти провода, которые выглядят как железные, такие вот, как вилками, туда прям вот, я не знаю, как вам объяснить, они как вкрученные, там реально вмонтированные просто в этих тонкие тела несчастные. И вот в этих местах у вас болит. Вот здесь у вас болит между лопатками. Потому что здесь огромный жирный провод, который не просто вам в спину монтирован, он просто прошиб вот так вот насквозь вас, вплоть до солнечного сплетения. Вот здесь у вас болит не потому, что, чего-то, кого-то там вы таскаете тяжело, а потому что вот здесь огромные жирные провода, которые просто в поясницу, вот здесь вот они вмонтированы, и вмонтированы в половые органы. Там идет прямо сильное воздействие. И это все качает вашу энергию огромными килотоннами. И это все вот здесь вот воздействует на то, что вы думаете, зачем вы думаете, почему вы думаете. И пытается заменить
ваш мозг, то, что вы на самом деле, ваше сознание личное. Пускай там многие думают, ой, там херню несет. Конечно. Кто вам и зачем это сказал? Вот момент того, о чем мы говорим, когда мы отключаем эгрегоры, да, когда мы отключаем там сущности, когда мы говорим, это не наши мысли, это не наше все, это не мы думаем, что я там страшная, это не я думаю, что у меня там что-то не так, это я там виновата в чем-то, еще что-то, чувство вины, чувство страха, чувство паники, еще чего-то, что вам втирают постоянно мысли вот эти, да вот они эти мысли, вот они, вот вам эти мысли. И это провода, которые подключены на том конце провода искусственный интеллект, сервера искусственного интеллекта, которые вот посредством вот этих проводов на вас воздействуют. Это то, к чему хотят, вот опять же мы говорим постоянно там, кто они там чипы в обезьян вставляют, да, еще что-то, и говорят, ой, как это будет здорово, как это будет весело. Так вот оно все. Просто вот это они хотят уже осуществить не просто вот на уровне тонкого плана, уже прямо на физике, для того, чтобы конкретно и наверняка было. Трансгуманизм тут давным-давно процветает, только не в том виде, в котором он есть. И если вам кажется, что вы еще на него не согласились, да, тут он уже давно очень. Это просто поэтапные моменты. И почему, когда такие, я не знаю, ловили ли вы себя на такой мысли, да, или вот почему люди, которые, вот вы, допустим, смотрите, и вы видите, как там говорят, вот мы, значит, внедрим там чип какой-то, да, в голову там, и все такие, ой, как здорово, как классно, это ж так удобно будет, это ж так здорово будет, я же музыку там смогу через этот чип там в голове там слушать. А у других волосы там дыбом на голове становятся. Почему у одного возникает мысль того, что это ж вообще капец полный, то есть здравомыслие, а у другого там, ой, я же музыку смогу на голове, ну, слушать, да, в своей голове. Да потому что вот эта вот штука, она ему говорит, это ж как классно, чип-то у тебя в голове будет стоять. Это ж так здорово, это ж так замечательно. И вот это, кстати, то, на чем темные попались хорошо. То есть вот это не момент согласия человека. То есть это момент именно того, что они вроде как, то есть по их личному мнению, да, что ну, человек же соглашается, ну вот ему транслируется какая-то мысль в голову или еще что-то, да, через ус. Он же типа соглашается с этой мыслью, ну значит, что его воля учтена. Но вот это это нарушение. Это большое нарушение. Нарушение вообще всего, что может быть. То есть какое вот это вот, извините меня, согласие? В каком виде? То есть понимаете, да, момент? Так, я думаю, я надеюсь, по крайней мере, что с эгрегорами все понятно. И то есть тот человек, который подключается к эгрегору, его энергия на эгрегора никак вообще абсолютно не влияет. Зато он начинает быть полной копией того, кто подключен к эгрегору. То есть эгрегор начинает его перестраивать под себя, его мысли перестраивать под себя, его поведение подстраивать под себя, все вообще подстраивать под себя, заменять собой. И то есть фактически сознание этих людей, я уже говорила, они смеются одинаково, они говорят одинаково, у них построение фразы одинаковое, у них даже вот кто энергетику чувствует, энергетика одинаковая становится. То есть они как, вот, я не знаю, становятся копиями друг друга в каких-то определенных вопросах, которые касаются эгрегора именно. Они прям как под копирку. Так или иначе, то есть, ну, зависит опять же от процента, опять же, замены сознания этим эгрегором у этого человека. Насколько поглощено сознание. Так что ничего естественного, хорошего и замечательного в этом эгрегоре нет. Вам нравится сидеть в этих проводах, там радоваться, что вы в них сидите, пожалуйста, сидите в них, радуйтесь дальше, радуйтесь
тому, что эта система искусственного интеллекта там заменяет вам чего-то, в принципе, это она вам и вещает, что а как ты без меня жить-то будешь? Как ты будешь жить без эгрегора? Ты не сможешь жить без эгрегора. Это ж такая штука замечательная, наш. Как жить без эгрегора? Да никак. Обыкновенно. Энергоинформационные поля – это не эгрегор. Это вообще абсолютно две разные конструкции. Но почему-то, я не знаю почему, идет вот подмена каких-то понятий в этом плане. Что начинают говорить, что энергоинформационные поля – это эгрегоры. Да ничего подобного. Ничего подобного. Хотя умельцы, вот, которые я говорила, да, создают бренды, эгрегор бренда какого-то. Кстати, насчет структур, если мы берем армию, там, да, госструктуры какие-то, еще что-то, вот вся система вот эта вот, да, какие-то образования системы, системные проявления, это тоже эгрегоры. То есть там человек, если он в эту систему конкретно так влазит, у него подключается эгрегор этой системы, то есть система чего-то там, уже там армия, образование, там госструктуры какие-то, да, определенные, все, он подключается к этой системе, к этому искусственному интеллекту, этот искусственный интеллект начинает на него тоже работать. Поэтому люди, ну, я уже сказала, те, кто подключен к определенным эгрегорам, эгрегор начинает там проявлять, они становятся под копирку. То есть проявление этого энергии эгрегора идет. Ну, когда человек, допустим, уходит из какой-то госструктуры, из какого-то вот такого момента, со временем это ослабевает. Если он, допустим, дальше не начинает там продолжать на волне этого эгрегора чего-то там, кого-то, то, в принципе, человек обратно меняется. И это тоже можете попробовать там, да, если у кого-то есть там примеры, отследить. Вот. Как-то вот так это все выглядит. Что еще сказать по этим поводам? Но это не значит, что если человек, допустим, работает в какой-то вот такой вот структуре, что он 100% прям подключен к этому эгрегору, и 100% у него там мозги этой всей штукой забиты. Нет, это все зависит от человека и от того, насколько он с вот этим вот всем соглашается, что ему там пытаются навязать. То есть помним, да, что в первую очередь для того, чтобы было подключение к этому эгрегору, должно быть определенное согласие. И для того, чтобы этот эгрегор начал замещать сознание человека, то есть человек должен соглашаться с тем, что ему вещает этот эгрегор. То есть так или иначе он должен принимать вот это замещение сознания этим эгрегором. То есть это вы тоже должны осознавать. Вот, поэтому, ну, не все там поголовно, если ты попал в этот эгрегор, все, капец тебе. Нет, это тоже не так. То есть степень воздействия, да, этого эгрегора на человека разная. И, допустим, если мы берем какие-то моменты, как люди говорят, вот меня там давным-давно провели надо мной обряд, подключили меня к этому эгрегору, но я никогда особо там с ним вообще никак не контактировал, никогда особо там в этот эгрегор не верил, ничего там с ним не этовал и все такое. Ну, подключение есть, но взаимодействия эгрегора с этим человеком практически нет. То есть этот провод висит, все, он есть, но так рьяно, как, допустим, у того, кто там прям целиком с головой погружен в этот эгрегор, такого, конечно, влияния нет. Потому что человек не дает этому эгрегору такое влияние над собой. Так, я надеюсь, эта тема понятна. Смотрите, там, может, вопросы какие-то по этой теме. Может быть, все, пояснений никаких не нужно, то есть все поняли. Вот, следующее видео мы уже продолжим про эволюцию души. С 7 плотности, кстати, уже поинтереснее. Ну, по мне, так это самые такие интересные уже моменты начинаются. Вот, в эволюции, в этапах обучения души, так скажем. Там еще очень много нюансов. Кстати, многие там начали писать, что вот мы там чего-то, кого-то. Ребята, давайте сразу же вот под это вам, что мы в первую очередь, мы не привязаны. То
То есть душа не привязана к какой-то плотности. И если она является душой 6-й плотности, допустим, да, мы говорим, это не значит, что она вот рождается только в 6-й плотности и все. Мы уже 3500 раз говорили о том, что здесь сейчас воплощены души с высоких плотностей. Я даже когда говорила про плотности какие-то, я говорила о том, что душа там с какой-нибудь 10-й, 11-й плотности прекрасно может спуститься и воплотиться в 3-й плотности, но для того, чтобы реализовать свой потенциал, да, умение и знания в этой плотности, ей придется поднапрячься. То есть это говорит о том, что душа может спускаться и воплощаться там, где она хочет. В принципе. И это не обязательно наша планета Земля. Я не знаю, почему в некоторых комментариях там все, вот, темные тоже вещают, чтобы мы все, вот, что на этой Земле там что-то там, все там на нее стремятся. Или что. Да здесь, на этой параллели, это не пуп Вселенной, это параллель. Миров огромное множество, их тысячи, сотни тысяч миров. В той же самой 3-й плотности. Воплощайтесь где хотите. Систем там и всего, там куча всего на любой цвет, вкус и запах. И другие формы помимо человеческих там тоже есть, всякие разные. Любую выбирай. Кто вас заставляет вообще, я не понимаю, вот у вас свет клином, вот вы вот прям уперлись рогом в эту параллель, как будто она вот какая-то волшебная тут. Никакая она не волшебная, обычная параллель обычного мироздания. Все, давайте на этом закроем это. То, что вы здесь сейчас родились, это не значит, что все, кроме этой параллели, блин, этого мироздания, больше ничего во Вселенной этой не существует. Успокойтесь уже. Воплощайтесь где хотите, никто вас не держит. Единственное, что вас держит, это видеоролики, которых вы пересмотрели по ходу. Непонятные. Где вам говорят о том, что все, вы здесь заперты, вас никто отсюда не отпустит. Ну давайте, согласитесь на это, подпишите контракт на то, что вас никто отсюда не отпустит. Ну что вот вы вот это начинаете 10 раз одно и то же. Подпишитесь под это. Действительно, про то, что вас тут кто-то держит. И вас будут тут держать, потому что вы под этим подписались. Да, я согласен на то, чтобы меня здесь держали в круге сансары. Да, пожалуйста. И это будет. Ну, правда, я не знаю, как здесь уже, наверное, не будет, а где-нибудь там, на других зомби-фермах, там прекрасно этот контракт реализует вам. Ладно, все. На этом сегодняшнее видео про эгрегоры закончено. Давайте, ребята, до скорых встреч. Следующий ролик, не знаю, когда запишу, я надеюсь, на этой же неделе. Вот, там как смонтирую, так смонтирую. Все, всем пока, до новых встреч.